Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Спасибо за просмотры, за комментарии. На канале много комментариев поступает по поводу ваших домашних растений. Допустим, вопрос, почему у меня желтеют листья на антуриуме. Но чтобы ответить на этот вопрос, мне надо знать условия содержания вашего растения, что происходило с антуриумом до того момента, когда начали желтеть листья. Обязательно увидеть фотографию, потому что листья желтеют по-разному и причины могут быть разные. На канале YouTube сделать это просто нереально. На такой вопрос я могу ответить как? Написать вам несколько причин, по которым желтеют листья на растении. Но это вам ничего не даст. Поэтому мы создали форум, на котором вы можете задать вопрос, описать, что происходило с растением, приложить фотографию. И тогда я смогу вам дать ответ и назвать те причины, касаются конкретно именно вашего растения. Поэтому ссылочку мы оставим в описании к видео. Пожалуйста, ждем вас на нашем форуме. Тема сегодняшнего видеоролика – это реанимация. Тема злободневная. На улице у нас зима. Работают системы центрального отопления. Дома сухо. Высокая температура. Растения испытывают недостаток солнечного света. Отсюда все негативные последствия. Растения страдают, появляются вредители, появляются болезни. Это растение нам предоставила жительница нашего города. Попросила помочь ей в реанимации и дала согласие на съемку своего растения. Давайте осмотрим растение. Что сразу можно сказать? Оно испытывало недостаток освещения, питания и влажности. Это как влажность воздуха, так и влажность грунта. То есть полив проводился не своевременно. Отсюда появление вредителя. Растение повреждено было клещом. До того, как попасть к нам, хозяйка уже по нашей инструкции провела обработку от клеща. Посмотрите, но следы пребывания до сих пор остались. Как видите, клещ здесь поработал на славу. Что касается грунта. Хозяйка сказала, что растение находится в грунте второго состава. Сверху это чипсы, а внутри, я уже здесь подкапывала, обратите внимание, здесь далеко не второй состав. То есть здесь фракция очень мелкая, есть вермикулит и еще какие-то добавки. То есть это, повторюсь, не второй состав. Второй состав – это вот такая крупная фракция должна находиться во всем в горшке. То есть сверху до низу. Что у нас есть? Какие варианты? Первый вариант – это извлечь растение из горшка, осмотреть корневую систему, отделить деток, обрезать длинные, если есть гнилые, поврежденные корни от основного растения и посадить его в грунт второго состава для наращивания корней. Этот вариант, конечно, очень удобен, он дает нам возможность и осмотреть корневую систему растения, убрать поврежденные корни и также спокойно, без особых усилий отделить вот этих маленьких деточек. Есть второй вариант. Это аккуратно попробую, не тормоша земляной ком, отделить малышей, а основное растение оставить в этом же грунте и в этом же горшке. Обмотать ствол грунтом второго состава, сверху одеть стаканчик. Об этом варианте мы уже рассказывали в одном из своих видеороликов. Ссылочка будет в описании к видео. И нарастить корни, но на основном стволе. Это, конечно, более трудоемкая работа, потому отделение вот этих малышей. Но это дает нам возможность спасти растения. Растения очень ослаблены. Как видите, и условия содержания у него были неподходящие, и опять же оно было пролечено от вредителя. Поэтому полностью пересадку с извлечением из грунта оно может не выдержать. А второй вариант даст нам возможность сохранить это растение. Итак, приступит к отделению деток. Попробуем самого крупненького, как мне показалось. Здесь аккуратненько
Пальчиком нащупываете, куда идут корешки, и аккуратно его вытаскиваете. Так, зацепился немножко. Опа! Смотрите, что у меня получилось. Вот здесь он был прикреплен, здесь я чуть-чуть пришлось оторвать. Вот, смотрите, корни довольно-таки хорошенькие. И одна деточка, и еще две маленьких. Так, убираем. Теперь следующую. Здесь уже одну отделили, и знаете, следующие пойдут гораздо легче. Главное начать. Вот еще одна у нас. Так, здесь это сама, ну это уже, видите, поломалась, не получится ее использовать. Вот хорошая, большая, крупная. Корень туда глубоко так довольно-таки уходит. Аккуратно. Конечно. И отсюда еще идет. Оп. Сейчас еще попробуем. Ну да. Да, конечно, процесс будет долгий. Хотелось бы сохранить все корешки. Ой. Ой. Щелка оторвалась отделили. Вот еще одна. Ну, корневая неплохая, конечно, у детенышей. Так, здесь у нас что осталось? Так, вот этот еще остался. Тоже крупненький, хороший. Тоже корень уходит туда глубоко вниз. Оп. Поехали, поехал. Вот, смотрите, какой здоровенный. Ух ты. Богатый корешок, конечно, богатый. Ну вот здесь уже есть чуть-чуть. Так, ложим сюда. Это оторвался. Так, смотрите. Я хотела обратить ваше внимание вот на это. Вот видите? Здесь как должна была быть детка, но пошло загнивание сверху. И я сомневаюсь, что это можно, конечно, будет использовать как посадочный материал, но отделить ее необходимо, чтобы избежать дальнейшего загнивания. Так, как-то мне его подцепить, так надо тоже. Вот он. Вот. Видите, здесь одна детка, и опять же, вот видите, отсюда пошло гниение. Ну, мы попробуем почистить, посмотрим, что у нас из этого выйдет. Возможно, можно будет его еще использовать. Пока убираем. И вот второй, опять же, тоже подгнивший. Здесь хорошо видно. Смотрите, он идет от самого ствола и здесь подгнивает. То есть, если мы его оставим на стволе, дальнейшего загнивания пойдет. Поэтому мы его удаляем. Здесь еще один малыш. Я не думаю, что он нам пригодится. Все. Так. Здесь этот мы отделять не будем, потому что корней у него самостоятельных нету. Он еще прикреплен к основному стволу. Итак, как видите, здесь у нас воздушные корни есть. Вот один воздушный корешок. Здесь отсюда. И с этой стороны опять же воздушные корни. Но много сухих чешуек. Вот это мы сейчас все почистим. Уберем сухое и приступим к дальнейшим действиям. Что касается детенышей. Их можно посадить каждый в отдельный горшочек, а можно посадить вместе. Это как вы пожелаете. Вот обратите внимание, ну где это грунт второго состава. Даже если приложить грунту второго состава, вот почувствуйте разницу. Ну это далеко уже не второй состав. Итак, с ними все понятно. Основное это вот это растение.
Для наращивания корней на стволике мы взяли обычную пластиковую бутылку, разрезали верхнюю ее часть и нижнюю. И аккуратненько, пропустив листики, одели на стволик. Ну, конечно, те листья, которые были внизу, вот видите, они ушли в ствол. Ну, как говорится, у нас самая основная задача – это спасти материнское растение. Так что ничего страшненького. Одели. Можно опрыскать. Теперь, главное для этого растения – это создать подходящие условия. Повышенную влажность и хорошее освещение. Повышенную влажность мы можем, создав, одеть сюда какую-то емкость, полиэтиленовый пакет, не забываем отверстие в ней для вентиляции. Создать высокую влажность у нас получится без проблем. Но теперь освещение – это самое основное. Если вы это растение поставите на подоконник, то быстрого роста и результата можно не ждать. Сейчас зима. От силы 8 часов у нас световой день. Из них хорошего освещения примерно 6-4 часа, не более того. А растению нужен хороший свет. Как минимум 12-14 часов. Создав дополнительное освещение, создав световой день, повторюсь, 12-14 часов, через неделю, возможно 2, стволик даст новые корешки. И мы можем его обрезать здесь внизу и пересадить. Предварительно, для того, чтобы снять стаканчик, можно сделать здесь надрез, аккуратно убрать и, обрезав от ствола, пересадить в грунт второго состава. Итак, повторюсь, влажность и освещение. Малыши посажены. Здесь несколько малышей в одном горшочке. Лишние, на наш взгляд, корни подгнившие мы удалили. Влажность создать в таких горшочках очень легко. Использовать обычный пластаканчик, отверстие для вентиляции, и одевается на основной горшок. Так как стаканчик не плотно прилегает к горшку, здесь же опять же создаются отверстия для вентиляции воздуха по поверхности грунта. Основное растение. Себе оставлять антуриумы мы не будем. Все они будут переданы хозяйке для дальнейшего ухода. А через какое-то время мы просто поинтересуемся их судьбой. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал. Ждем вас на форуме. До новых встреч.